Мы рады вас видеть, друзья! А вы нас рады видеть? Как уже становится традицией, дорогие мои друзья, как вы знаете, в последнее время я делаю видео всего лишь раз в неделю, и именно в этот момент я рассказываю вам о том, что произошло за минувшую неделю. А за минувшую неделю произошло что? Первомай случился, например. Первомай, День труда. Нет, чародейница была сначала. Ну чародейница, да, чародейница. В прошлогоднем видео и даже, по-моему, позапрошлогоднем видео я рассказывал вам об этом чудесном празднике, который называется Чародейница. Проходит он в конце апреля, в ночь с 30 апреля на 1 мая. Мы смотрим ваш блог, нам очень интересно, очень познавательно, красиво и интересно снято за ваш профессиональный. Спасибо большое вам. Спасибо вам. Чем-то он похож на Масленицу, и фактически таковым и является. Символ очищения от зла, ну и так далее, и так далее, и так далее. И точно так же, как и на Масленицу, на Чародейницу, сжигают чучело, только чучело ведьмы. Не забывайте, что ведь в эту ночь, Вальпургиевая ночь, шабаш колдуньи, так сказать. К сожалению, в этом году Чародейница вышла такой необычной. Костры в Праге не зажгли, потому что было штормовое предупреждение, и пожарные боялись, что огонь может перекинуться на какие-нибудь жилые строения, там, или еще что-нибудь. Но ветра никакого не было, люди немножко погрустили, но все равно напились, и мы вместе с ними. Ну а потом случился Первомай, День труда, так сказать. Именно в этот день, посмотрев на наш, так сказать, газон перед домом, мы с Таней поняли, что пора бы уже и потрудиться. И одна наша приятельница, которая живет чуть за Прагой, любезно одолжила нам свой, внимание, вертикулятор! Она наконец выучила, я уже собрался за нее сказать. Вертикулятор, это такое чудесное слово. Это некое устройство, которое, для тех, кто не знает, которое позволяет вырвать из газона, так сказать, весь мох, которым он зарос. А наш участок зарос, дай боже, так сказать. Короче говоря, мы решили изобразить из себя великих великих гастарбайтеров и стали работать сами. Не стали никого приглашать, взяли эту штуку, именуемую вертикулятор, и выгребли с участка 5 огромных мешков мха, чем позабавили наших соседей. Честно сказать, Таня, занятие не очень приятное. И под конец мы были не просто убиты, мы были размазаны просто. Мы были размазаны по диванам и кровати, потому что... Я сразу посочувствовала всем тем людям, которые работают у себя на садовых участках. Это катастрофа. Катастрофа, друзья мои, катастрофа. И тем не менее мы победили. Засеяли травку, привезли новые землицы. И... ну, посмотрим, что вырастет теперь. Надеемся. Мы надеемся, что что-нибудь вырастет в конце концов-то. Ну, должно же, должно.
недавно, дорогие мои друзья, я рассказывал вам про Пражский зоопарк. Многие уже там были, многие еще там будут. В общем, всем понравилось, насколько я понял. Но мало кто знает о том, что в Чехии есть еще и сафари-зоопарк. Это значит, где вы на собственном автомобиле можете проехать среди диких зверей. И именно туда мы и направляемся. Итак, мы приехали в сафари-парк. Получили билетики заветные до зоопарка. Таня получила въездной билет на автомобиль, потому что мы поменялись местами. Ну, иначе как снимать на камеру надо. Нам дали карту, по которой мы поедем. И теперь мы будем заезжать. С Богом! Мы пока еще едем-то по дороге. А вообще правильно поехали? Больше у меня не было вариантов. Да вроде правильно поехали. А, ну все, вот отсюда автобусы эти стартуют, отсюда так начинается, я понял. А то был автобусный сафари. Ну не знаю, стрёмно, не стрёмно. Вот поехали. А, ну там очередь. Маша, теперь уже не страшно. Теперь уже не страшно. Открываемся. Слушайте, ощущаем себя как в парке юрского периода. Да, сами напросились, непонятно куда едем. Да, очередь приличная. Я думала, мы здесь одни, а мы не одни. Совсем не одни. Я вижу, что это пеликаны, по-моему. Пеликаны, давай его приблизим, А посмотрим. ты знал, что они розовые бывают? Или у меня так Точно. солнце падает? Смотри-ка, точно пеликаны. Здесь интереснее, по-моему, чем в зоопарке. Можно рассмотреть поближе. А вот эти прям красавцы. Очень красиво. Мощные такие. У одного такой рог смешной закрутился. Никуда ты не денешь. Сейчас перед нами пойдут тоже. Ну, красивые попы. Да. Да. Вообще ощущение крайне забавное, и я вам хочу сказать, ну, гораздо интереснее, чем в зоопарке в обычном, потому что они прямо вокруг тебя здесь все ходят, и такие, знаете, косяка только дают таким правым-левым глазом, да, а больше ничего. О, сейчас мы переезжаем куда-то в какую-то другую часть. Посмотрим, что это такое. Джуманджи. О, Джуманджи! Сафари. Хорошая шутка. Хорошенькие такие страусы. Семья страусов. А сейчас последняя часть нашей сафари-прогулки. Мы посмотрим на живые львов. И вот, смотрите, друзья мои, они прямо около нас. Классные киски, остановись. Такие хорошие. Такие хорошие. Классные. Вау. Прямо около машины, друзья мои. Прямо около машины. Открывать окошки мы не будем. Это хочется А вдруг руку откусит. Там какой-то разбившийся самолет. Класс. Ну, в общем, ощущение отличное. Немножко маловато, но, друзья, вы должны понимать, что этот зоопарк на самом деле огромный. Он большой. И то, что мы сейчас с вами объехали на машине, все можно обходить пешком. Плюс там еще есть куча всего остального другого. Ну, это уже не так будет интересно для вас, потому что, ну, зоопарк и зоопарк. Но классный.